Всем привет! Возвращаемся к старому доброму формату влогов, коих у нас на канале не было уже очень давно. А все потому, что за нынешними нашими приключениями, возможно, будет многим интересно последить. Мы сейчас едем в Анкару, но не прямо напрямую в Анкару. Сегодня мы останавливаемся в Коне. Тоже, кстати, очень классное место, по которому, я думаю, покажу самые интересные достопримечательности, все, что мы успеем посмотреть в этот заезд. Вот, а в Анкару мы едем не просто так, хотя, конечно, за те 2 года, что мы живем в Турции, вообще в столицу как бы выбраться уже надо бы, да. Но мы едем туда по делу. Дело в том, что мы сейчас пытаемся сделать себе Шенген, и я так думаю, что это будет достаточно длинная история. Не знаю, чем она закончится, но, в общем, мы придумали себе такой челлендж. Сейчас у нас будет первая попытка, где именно, через посольство какой страны, я расскажу вам во второй серии. И, честно признаюсь, заранее у меня нет особо больших ожиданий, но Маф вот решил попробовать изначально именно через эту страну. Ну окей, в принципе, как бы, наверное, мы ничем особым не рискуем. Вот, а про свои соображения, как я вам сказала, расскажу чуть позже. Кстати, заранее прошу прощения, если мой голос на записи звучит страннее, чем обычно. Дело в том, что я сейчас глухая на дно уха. Да, моя любовь ездить с открытым окном, знаете, в стиле ветер в харю, вот меня и подвела на этот раз. Я здорово застудила голову, хотя у меня есть подозрение, что все-таки голову я застудила чуть раньше, когда легла спать с помытой мокрой головой. Вот, и на следующий день я еще как раз вот добавила вечерочком по холоду. Ну, в общем, у меня началось кошмарное воспаление в ухе, вплоть до того, что я все прокляла, и хотя я не сторонник пить антибиотики по любому поводу, здесь я сдалась. Мы вчера поехали таки в больничку, да, мне выписали антибиотики, слава богу, потому что вот мы вчера по делам катали в Анталию, и там вроде, ну, не сказать, что прям огромные перепады высот, но мне было очень несладко с моим ухом, потому что едешь в горку, у тебя ухо закладывает, ты просто ничего не слышишь, едешь с горки вниз, у тебя его откладывает, начинает еще страшно болеть. В общем, это просто какой-то ад. В Турции, наверное, вот заболеть чем-то связанным с ушами, там, каким-нибудь видом отита, это одно из самых страшных проклятий, потому что болеть и все это, короче, проходить это будет максимально мерзко, а из-за того, что, да, тут постоянные перепады высот, вы испытаете просто весь спектр ощущений, поэтому, если вы склонны страдать тоже болезнями, связанными с ушами, обязательно берите с собой какие-нибудь лекарства, потому что здесь во влажности, с купанием и всем таким это, конечно, просто процветает. Кстати, давайте я вам немножечко расскажу про медицину и вообще, там, как тут обстоят дела с лекарствами и всем подобным. Знаю, что очень многие прошаренные люди, когда летят в Турцию в отпуск, заодно и пополняют свою аптечку, потому что здесь лекарства стоят достаточно недорого, ну, по крайней мере, стоили. Сейчас не знаю, как цены в России, поэтому не могу сравнивать. Вот. Но самое главное, здесь очень мало подделок. Возможно, их нет вообще, потому что здесь это очень строго карается законом, все это проверяется, соответственно, люди чувствуют себя в безопасности, и аптечку стараются пополнить по максимуму. В принципе, тенденция хорошая, но нужно знать нюансы. Например, я, будучи большим поклонником местного нурофена, который Golden Fleur выглядит вот так вот, с удивлением узнала, что, оказывается, группу русских задержали уже у нас в России в аэропорту на таможне, потому что они тащили с собой как раз-таки вот этот вот нурофен. Он, кстати, действительно классный и эффективный, очень быстро действует, долго действует, там, до 6 часов. Улетаешь с него знатно, и не просто так. У него в составе есть псевдоэфедрин, у нас это считается наркотиком, запрещенным к ввозу, и он там начинается от какой-то дозировки. Я вам честно сейчас врать не буду, потому что не помню, сколько упаковок они ввозили, но вот как раз люди попали из-за того, что они брали с запасом. Наверное, там одна упаковка, как бы, там еще
по количеству грамм не будет никакого превышения, но я честно за себя скажу, я рисковать не буду. То есть здесь закидываться им нормально, а вот вывозить его куда-то нафиг надо, вот, потому что проблем потом не оберешься. Если что, это как бы уголовка. А сейчас мы будем въезжать в один из самых длинных туннелей здесь. Что-то он около, 5 километров от обозначения. Теперь немножко расскажу про медицину в Турции. Ну, так, знаете, просто фоном интересные вещи. Показывать все-таки стараюсь красивые виды, как обычно в нашем стиле. А отдельный выпуск про медицину у меня была идея сделать. Ну, как-то, не знаю, не уверена, что всем это будет интересно, поэтому просто отражу основные моменты. Наверное, в рамках влога это будет более уместно, раз сейчас эту тему мы затронули. Заехали в Бишехир за кофе. Вот такое дождище и весьма прохладно. Такой достаточно распространенный стереотип о турецкой медицине, что врачи без разбора по любому поводу, как я это уже упоминала, выписывают тебе антибиотики. В принципе, склонна согласиться с этим постулатом, потому что вчера мы там пришли на прием. Наверное, в обычное время мою проблему с ухом я бы лечила какими-нибудь каплями антипакс, которые там привычные. Просто мне в дорогу, конечно, было очень плохо, поэтому мне уже не хотелось экспериментировать. Тогда доктор осмотрел, диагноз, что самое интересное, заранее я себе поставила абсолютно правильно, это наружный отит, он его подтвердил, и сразу же, выписал мне такую достаточно лошадиную дозу антибиотика, причем как капать в ухо, так и принимать вовнутрь. Тоже, никаких анализов предварительно ничего не брали, прием длился очень быстро, и как бы в целом про тенденцию ничего не могу сказать, я не знаю, как к этому относиться. В каких-то случаях это оправдано, в каких-то, наверное, все-таки нет, потому что обычно простуду лечить антибиотиком, вы сами понимаете, это угробить себе иммунитет. Вот, поэтому я думаю, что тут все должно быть на ваше усмотрение, следовать рекомендациям врача или нет, но действительно, они страхуются очень так ощутимо. Вообще, к врачам мы тут обращались достаточно много. Вот это точно миф, что здоровье в южных солнечных странах во влажном климате становится лучше. Но, по крайней мере, не в нашем случае. Но про это у меня будет как раз отдельный выпуск, почему жить в постоянной влажности очень сомнительное удовольствие. Вот. И все разы, что мы обращались в государственные клиники, тут система такая. То есть, если тебя что-то беспокоит, обычно ты идешь к так называемому семейному врачу, к которому можно записаться через единую систему, прикрепиться. Это вот как раз аналог нашей поликлиники. Он ничего не может делать, не выписывать тебе никакие рецепты, никакие назначения делать. Он может, в плане лекарств назначения, он может только выслушать проблему, направить тебя к конкретному специалисту, еще может направить на анализы крови. Анализы крови, кстати, очень расширенные, очень хорошие, можно сдавать бесплатно раз в полгода. Это прям очень супер. Когда обращаешься в государственную клинику, не стоит ожидать, что прием по страховке у тебя будет совсем уже бесплатный, но стоить он будет чаще всего каких-то адекватных денег. У нас в среднем выходило, в зависимости от специалиста, это где-то 1000-1500 рублей. Обращаться за медпомощью только в государственные клиники мы решили с тех пор, как в прошлом году мы пошли, когда у мамы было ОРВИ. Мы просто боялись, что это ковид, поэтому перестраховались и пошли к врачу, чтобы хотя бы там его прослушали, чтобы в легких все чисто и так далее. Мы пошли в частную клинику, мне сразу не понравилось, что у него очень фиговый рейтинг на Google картах, я все время это чекаю, даже в случае с клиниками. Вот, и там реально все проходило очень странно. Во-первых, сначала они торговались, реально, я не побоюсь этого слова, торговались нашей страховой, какую часть за прием будет покрывать страховая, какую часть мы. Это было, в принципе, для меня как-то очень странно, что там нет фиксированной ставки. Думаю, ладно, окей, все-таки, почти национальный спорт. Вот. И потом, что реально не понравилось, это сам прием, потому что доктор даже как-то не пытался вообще подойти к вопросу критически. Он сразу сказал, что у мамы 100% аллергия весенняя. Сейчас у всех это аллергия, вон там даже сотрудники ходят, носом шмыгают. Выписал ему
какой-то спрей в нос. Причем этот же самый спрей у него стоял, знаете, в качестве рекламки на полочке, что уже навело меня на странные мысли. И еще какие-то уколы тоже проколоть от аллергии. Ни о какой доказательной медицине, анализах там речи не шло в принципе. Поэтому такие, окей, мы поняли. И с тех пор мы стали ходить только уже в нормальную нашу вот в Манавгате большую государственную больничку. И вот там как бы, у нас никаких претензий пока не было. Вплоть до того, что Мав даже один день полежал в стационаре по назначению, и тоже как бы все было хорошо и комфортно. Поэтому мой выбор однозначно только государственная медицина здесь. Вот наш отель. Очень удобно расположен. Прямо в самом центре. 2 шага вот до площади, куда мы сейчас пойдем. Ну, номер, конечно, ни разу не делюкс, в отличие от того, что было написано на букинге. Но, знаете, с учетом того, во сколько мы заселяемся, как говорится, спасибо и на том. Там было указано, что типа вид на музей, вот это вот все. Все, что тут есть, конечно, от вида на музей, это вон там вот башенки вдалеке. А так вид на стенку. Ну, как я уже сказала, вообще на одну ночь это не принципиально. Я вот не знаю, в чем дело. То ли мы тогда днем были очень бегом, но в этот раз нас Кони прям поразило. Очень красивый город. Нам и тогда понравилось, но сейчас прям вообще. Боже, посмотрите, какая она милашечка. Вот знаете, у меня все-таки есть подозрение, что Конью сейчас стали активно пушить в туризм. Потому что, когда мы здесь были, тут все было как-то то ли на стадии строительства, я даже не знаю, как описать. А здесь прям, сейчас очень красиво. Что еще для меня очень хорошо, что в Кони гораздо теплее, чем в Бейшихире. Потому что, честно, когда я туда приехала, я поняла, что похолодос. Я такой одежды с собой не брала, как там. Бейшихир — это просто, мне кажется, особая аномальная зона, потому что мы тогда туда приехали, тоже, знаете, пожалели, что не в зимних куртках. А здесь так нормально, в принципе, как у нас в Манавгате. Чуть, конечно, попрохладнее на пару градусов, но в целом не особо разница видна. Это вот моя любимая мечеть Азизия. Она в стиле барокко оформлена, очень красивая, очень необычная. Сейчас я вам приближу, покажу. Ну а ужинать мы идем в наш любимый ресторан, так сказать, не изменяем себе. Мы здесь были, когда ездили в Каппадокию. Как выяснилось, мы приперлись под самое закрытие. Все хорошо, нас не терпение, так что мы спокойно кушаем, они вообще молодцы.